Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний Таро прогноз мы делаем для представителей знака зодиака Рак. Расклад на вторую половину месяца апреля, а именно с 15 по 30 апреля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие события будут для вас важными, значимыми, особенно в этот период времени. Итак, Раки, давайте посмотрим. Пока я перетасовываю колоду, я напоминаю вам, что вы можете подписаться на мой канал, можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Также буду очень рада такой обратной связи с вашей стороны. Итак, давайте посмотрим. Первая карта, которая у вас здесь есть, это карта двойка кубков, карта родственных душ, карта двух людей, которые понимают друг друга с полуслова. Это карта партнерства и какой-то кармической связи между людьми, которая может существовать, будь то романтическая или платоническая, а может быть даже какая-то профессиональная связь, когда вы чувствуете доверие, работая с кем-либо, да, в одной команде. Ну, здесь может быть совершенно разное значение, но в любом случае карта очень позитивная. И она представляет очень много возможностей для роста в паре или в каком-то союзе, да, для развития отношений. Следующая карта — карта восьмерка жезлов. И это карта скорости, это карта быстроты и развития, быстрого событий, которое происходит у вас в вашей жизни, может быть, в ваших отношениях. Поэтому здесь восьмерка жезлов. Для кого-то здесь может быть очень много общения в виде каких-то диалогов в переписке или телефонных разговоров, если вы на расстоянии со своей второй половинкой находитесь. Также, возможно, здесь и такое значение. Но в любом случае здесь очень хорошие партнерские отношения, и с восьмеркой жезлов здесь есть хорошая возможность для роста, для прогресса и развития, потому что у вас здесь есть сильный прилив энергии и желание здесь вот действовать. Может быть, для кого-то путешествовать совместно, вместе куда-то ехать, но в любом случае у вас здесь такая целенаправленная энергия действия. К тому же, кто одинокий, можете познакомиться здесь с таким человеком, который будет для вас второй половинкой вашей. Тут же еще четверка мечей, карта регенерации и отдыха, восстановления. Давайте посмотрим, как они сочетаются необычно, да, потому что восьмерка жезлов о скорости, а четверка мечей об отдыхе. Возможно, вам сложно найти баланс между скоростью, действием, целеустремленностью и необходимостью заботиться о себе и хотя бы немножечко отдыхать, делать паузу. Интересно, мы разберем сейчас более детально эти карты и почему они выпали. Также у вас здесь есть еще и карта девятка пентаклей, карта роскоши и достатка, такого благополучия материального. Вы можете здесь много времени уделять, там, не знаю, вашему имиджу, тому, что вас окружает, как-то улучшать то, что вокруг вас есть, да, может быть, в вашем доме или там в вашей внешности. Но вы понимаете, что то, чего вы достигли, что у вас есть, вы получили своим трудом, своей какой-то целенаправленной работой. Также здесь может быть и по девятке пентаклей ощущение, что вы чего-то достигли, допустим, вместе в партнерской работе. У вас здесь есть ощущение независимости, ощущение уверенности в себе и самодостаточности. Достаточно хорошая карта у вас здесь есть. Давайте посмотрим. Следующая карта — карта сила. Карта сила вместе с картой шут. Два старших аркана здесь у вас есть. И в целом это карта сила, карта способности проявлять в лучшем каком-то свете свою силу, свою энергию. Вот сейчас вы, может быть, стоите на пороге совершения какого-то прыжка в неизвестное, потому что есть карта шута, вы находитесь на пороге нового цикла вашей жизни. И да, возможно, вы считаете, что даже следующий шаг будет достаточно легкомысленным или такой очень открытый шаг в неизвестность, когда вы будете рисковать и выходить из зоны комфорта с этой картой шута. Но сила здесь, которая есть, она показывает, что вы знаете, сколько вам сил потребуется. Вы оценили все плюсы и минусы, взвесили все риски, вернее, да, разобрались со всеми рисками. И, вы, возможно, долго, упорно трудились, чтобы прийти к вот этой возможности для того, чтобы начать что-то делать по-новому.
новому. Может быть, вы здесь хотите сделать какой-то шаг к реализации там нового проекта, может быть, который принесет вам финансовую прибыль. Но в любом случае достаточно хорошая здесь карта, и у вас хорошие материальные ресурсы, у вас здесь достаточно хорошая такая финансовая база, которой вы обладаете, то есть здесь нет какого-то дефицита в этом отношении. Ну, а в целом-то карты хорошие, да, у вас, и карта шута тоже. Ну, давайте дальше посмотрим. Следующая шестерка пентаклей, карта башня. Карта шестерка пентаклей и башня, да, то есть здесь в какой-то степени с шестеркой пентаклей можно было бы говорить, что все замечательно, потому что шестерка пентаклей — карта взаимопомощи, помощи и в целом взаимного обмена энергии. И в партнерских отношениях это очень даже неплохо. Это возможность здесь правильно как-то обмениваться этой энергией, доверять другому человеку, может быть, помогать ему в чем-то. Но здесь могут быть какие-то неожиданные потрясения, серьезные перемены, и вам нужно быть к этому готовым. И да, здесь, несмотря на эту шестерку пентаклей, которая говорит о балансе между дарением и получением, здесь вместе с этой башней что-то происходит, да, что-то меняется в этих взаимоотношениях, и баланс между отдачей и получением, может быть, не является справедливым или равноправным, и вы чувствуете, что вы больше отдаете, чем получаете, возможно, так, и вам нужно здесь достичь равновесия, вам нужно разобраться, кто отдает больше или берет больше, как-то эту ситуацию выровнять, изменить. Ну, в любом случае, достаточно существенные здесь изменения происходят. Может быть, изменения в отношениях власти, в отношении контроля какого-то. То есть разобраться, кто занимает какую-то главенствующую позицию, может быть, в отношениях. Потому что есть определенный дисбаланс, и нужно как-то его выровнять, да, нужно как-то его урегулировать. Итак, раки, да, давайте посмотрим, что еще здесь. Даже не знаю, с этой башней. По-разному, может быть, для разных людей на самом деле, и зависит все от ситуации, и зависит от того, насколько здесь, насколько, да, вовлечены вы в этот процесс именно отдачи, получения, даже не знаю. Но давайте посмотрим, что еще здесь есть. Здесь тройка пентаклей. Помощь, взаимопомощь тоже, и туз мечей. Карта решительных действий, которые вы здесь проявляете, потому что, в принципе, это, да, туз мечей — это внезапные озарения могут быть, это какая-то правда, которая вам откроется, и совершенно новый, свежий взгляд вы можете получить о том, как дальше вам действовать и в каком направлении будет развиваться ситуация. И тройка пентаклей здесь — это карта сотрудничества и взаимодействия для достижения общей цели. Может быть, результата, которого вы хотите в общем проекте, если это профессиональная сфера, или в отношениях, какой-то цели, которая вам нужна и которую вы хотите совместно достичь. То есть вы здесь распределяете роли, понимаете, кто какую роль будет выполнять, соответственно, и у вас есть озарение и понимание, какую роль выполняете вы и что вам лучше в этой ситуации делать. То есть даже если вы зашли в какой-то момент в тупик или были в переходном периоде, то здесь у вас приходит понимание того, как вам лучше здесь поступить, соответственно, и вы принимаете решение, и здесь происходит определенное изменение, то есть это динамика. Вы выходите из застоя в этих отношениях, появляется совершенно четкий, ясный путь. Почему я говорю про застой? Потому что была четверка мечей. То есть, возможно, здесь вы были в какой-то паузе или непонимании, как действовать. И делали паузу, чтобы принять решение. Но здесь начинаются значительные изменения, которые у вас происходят. Тут же карта пятерка жезлов у вас есть. Карта пятерка жезлов, карта шестерка мечей, девятка кубков. Ну вот в целом, опять-таки, эта пятерка жезлов показывает, что да, вы очень много думали о каком-то конфликте или очень много думали о какой-то несправедливой ситуации, которая требовала от вас мужественности, решительности и преодоления препятствий, потому что
Вот как будто бы вам приходилось здесь сражаться с какими-то препятствиями, да, трудностями. И вот эта 5 жезлов с 4 мечей как раз показывает вот эту паузу и период самоанализа, созерцания, в котором вы находились, чтобы разобраться в этом раздоре или в этом напряженном состоянии, в этом конфликте или в каком-то соревновании, в котором вы находились. Поэтому и много было по этому поводу размышлений, каких-то попыток разобраться в этой ситуации, сделав паузу, да, прийти к какому-то балансу. И здесь же, опять-таки, эта карта 6 мечей с 9 кубков, и она показывает, что вы идете к позитивным изменениям в своей жизни, вы здесь хотите позитивных перемен и готовы использовать определенные шансы на удачу, чтобы быть счастливыми, 9 кубков, чтобы получить то, что сделает вас счастливыми. Вы готовы здесь использовать все эти возможности и понимаете, что в вашей жизни что-то в этот период кардинально меняется. Может быть, касаемо как раз этих партнерских отношений, то есть как вспышка здесь происходит, озарение и понимание, что вот как раньше уже не будет так, как было раньше, будет иначе, и вы готовы сделать этот шаг в неизвестное, понимая, что там вас ждет еще что-то более лучшее, где вы сможете себя больше радовать, возможно, больше внимания, времени уделять себе. Тут же еще и принцесса Пентаклей, паж Пентаклей, ну тоже когда возможность принять какое-то предложение или использовать какой-то шанс, который вам дается в этой ситуации, потому что вы уже преодолели определенные трудности с этой башней, с этой 4 мечей, и вы стремитесь к тому, что сделает вас счастливыми. Да, может быть, это даже будет немножечко эгоистично, но вы должны здесь позаботиться о себе и расставить правильно приоритеты, и также разобраться, что для вас важно, что является вашей мечтой или вашей целью, и понять свою ценность во всем этом, понять, что вы здесь, да, должны для себя прежде всего постараться отдалиться от какого-то источника драмы, разрушений, трагедии или конфликтов, и уйти к чему-то лучшему, что может вас ждать в вашем будущем. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для раков, мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.